Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз. Июнь-июль 2025 года. Момент перехода между прошлым и будущим. К чему все идет? Что уйдет, а что придет взамен? Давайте рассмотрим эти 2 месяца, потому что за счет планетарных добрых транзитов июня, когда Юпитер переходит в знак зодиака Рака, это более гармоничное время – открывает как раз для нас июнь судьбоносный шанс своеобразный, которым определенно стоит воспользоваться и многое возможно изменить. У нас он будет. Согласовать, договориться, может быть, помириться, для кого-то это важно, или что-то прояснить или оформить. И это время, оно не будет длиться вечно, потому что уже июль. Мы можем прочувствовать в этом месяце, как за счет планетарного транзита Урана в Близнецы словно что-то меняется. Какая-то неведомая сила заставляет нас либо принимать важные решения, или ломаются стереотипы, шаблоны. Изменение мировоззрения даже вот так более глобально может произойти. И это все заставляет измениться нас самих. И эти 2 месяца поистине судьбоносны тем, что у нас есть все же возможность изменить для себя лично что-то в лучшую сторону, иными словами, адаптироваться к ситуации. И, пожалуй, до конца 2025 года адаптация – это главное условие добрых перемен. И помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Давайте узнаем, какие карты выпадут. У нас сегодня колода 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери. Открытые, закрытые. В чьих руках ключи или что из себя вообще представляет этот ключ. И мы достанем по 3 карты на каждый месяц, энергии посмотрим. И свяжем их воедино, к чему все идет, для чего это все было нужно. И некоторые позиции еще проясним. Итак, энергия июня. События будущего, события ближайшего уже будущего, потому что практически июнь на пороге. События, можем сказать, отдаленного будущего, месяц июль. Хотя все равно пару месяцев это не такой большой срок. Энергия июля. К чему же все идет? Для чего это все было нужно? Или как связать энергии 2 месяцев? Какие подсказки нам дадут карты? К чему все идет? И следующие вопросы мы так и зададим картам. В каких сферах жизни вы будете принимать важные решения? Чего это касается? Мы достанем первую карту. Что уйдет, мои дорогие? Что завершается, возможно? А что придет взамен? Следующая карта – поездки, перемещения. У кого-то, может быть, и далеко, но у кого-то и поближе. Вообще сама по себе палитра путешествий. Ваши проекты, ваши достижения, ваши планы. И достанем карту, что же будет дальше? Какое продолжение следует? Чего ждать? По сути дела так. Давайте будем смотреть, что для вас на июнь. Выход из лабиринта, всегда говорю. И люблю эту карту именно за то, что мы словно были, в каком-то конфузе или путаница какая-то у нас была. Может быть и правда, мы сами запутались, не знали, какое решение в первую очередь принять. Потому что мечи – это интеллект, это разум. Это не совсем шаблон сознания. Сознание – это ближе к привычке. Это то, что где-то в нашей жизни уже повторяется. А здесь что-то кардинально новое. Может быть, это своего рода как информация, новость, которая служит таким, как, знаете, спусковым крючком, хочется сказать почему-то. Но и правда, потому что по тузу мечей это что-то неожиданное, может быть, неожиданная информация. Но все же, мои дорогие девы, это и может быть ваше неожиданное решение. Вы ничего подобного не собирались делать, или вы наоборот даже, тут может быть метаморфоза, когда вы думали, нет, вот так я не хочу и так я поступать не буду. Но ведь тут и события могут подвести нас к какому-то итогу, что, а вот других вариантов не остается. Поэтому какие-то судьбоносные решения на июнь, как будто запланированные, да.
Вот все то, что я сказала, мы так раньше не делали. Основная тема пятерки кубков в этой колоде. Нам показана девушка, кричит, двери горят, вот буквально. А, кстати, туз мечей нет дверей, обратите внимание. Вот этот лабиринт закончился. И это ваше решение как раз. Что-то вот, если мы соединим вот эти две карты, словно вот как этой девушке, которая поначалу нам показана еще и зовет на помощь, да, но так мы присмотримся, в округе нет никого, да и вообще смеркается, как будто и помощи ждать неоткуда. И мы так, нам может быть страшно, вот как ей. А если мы посмотрим со стороны, в принципе, не такой высокий второй этаж. Прыгай, хочется сказать, что ты там ждешь, правда? И она боится, она никогда не прыгала. Ей страшно, может быть, она боится высоты. А для кого-то из вас это может проиграться так, мои дорогие девы, что вам не надо бояться, к примеру, собственной, словно миссии. Или не нужно каких-то ненужных внутренних страхов в себе самом или в самой создавать, думая, что у меня не получится, к примеру. Или нельзя себя поставить на второе место, а кого-то на первое. Я бы даже сказала, тут нельзя оттолкнуться от того, что, может быть, и хочется, чтобы, вот знаете, какая-то была тишина вокруг, чтобы была какая-то стабильность. Мы все этого хотим. Но мы с вами живем в эпоху перемен. Что ж ты тут поделаешь, правда? И почему я говорю? Потому что политика какая-то соглашательская, да? С одной стороны, это можем мы назвать дипломатией, но, наверное, не по всем позициям. Здесь есть что-то, именно как ваша миссия. Я так сужу по первой карте. То, что вы должны как явить миру, может быть, и так. Или вы должны быть счастливы. Не просто вот вы любите своих близких, вы за них переживаете, вы волнуетесь за своих детей, кто-то из-за внуков, вы все время о них стараетесь заботиться. Но вот, видимо, этот период, он важен лично для вас. Повторюсь, ваша миссия. Как будто прыгать-то вот нужно, правда? И пусть бы она прыгнула, ну что тут страшного? Ну, может быть, подвернула ногу, набила шишек, синяков, зато осталась бы жива. Здесь какой-то кардинально важный вопрос. И, скорее всего, таковы будут ваши решения. Может быть, это будет что-то внезапное. Вот все то, что я говорила, миссия, это правда. И, кстати, астрологически до конца 2025 года вам энергии, как у совет высших сил, совет ваших ангелов, можно и так сказать. Знаете, вам нужно выйти как на передовые позиции. Для вас слушать интуицию и именно себя поставить на первое место. Я не говорю о гордыне ни разу. Я о самореализации. И здесь карта выпадает нам победителя, победа, шестерка жезлов. Обратите внимание, вот какое-то очень важное решение вам дает квантовый скачок, как в этой карте вы открываете двери, входите в какое-то пространство, а вам рукоплещут. Здесь на кону что-то очень серьезное. Но для этого важное решение, важный шаг. Энергия июля. Ну, это, наверное, для тех, кто не решился в июне. Хотя, ну, это ж ведь карты, правда? В нашей жизни так не всегда события или наши решения имеют какие-то четкие временные грани. Ну, и в один день ничего не меняется. Это все равно какой-то постепенный процесс. И девятка мечей нам может создавать какие-то, ну, как символизировать какую-то ненужную глубокую философию на мелком месте. А вроде как мы привыкли к какому-то состоянию, и нам кажется, что, ну, так вроде бы стабильно, так уже понятно, а тем не менее карта говорит, что нет, это все-таки только клетка, на что-то решиться нужно. И ведь это то, чего нет в реальной жизни. Это где-то карта искаженного восприятия. Нам, с одной стороны, стабильно, вот в этой клетке, да, мы защищены хотя бы снаружи, но, наверное, время диктует свое, и поэтому, да, тут действительно можно сказать какое-то продолжение с июня некоторых вопросов. Может быть, постепенно вы будете выходить из своего либо заточения, может быть, вы буквально ограничили какие-то контакты, потому что прежде было разочарование, может быть, какие-то очень болезненные эмоции, у кого-то предательство, у кого-то просто страх перед тем, как меняется быстро
пространство наше, то есть меняются события. Мы можем чувствовать, что я словно к этому не готов. И все то, что я говорила, смотрите, тут время менять направление. Иначе мы можем вот прямо так остаться, да, какая-то мрачная комната. Кстати, двери открыты, как и клетка открыта. Посмотрите, двери тоже открыты. Но человек уже где-то застрял. Вот, застрял в одиночестве, кстати. И вот обе карты будут говорить, вы должны быть счастливы, мои дорогие девы. Поэтому для тех, кто один или одна, продумайте стратегию, тактику по части личной жизни. Ведь счастье – это когда у нас все в полном балансе. И явно здесь есть какой-то перекос для кого-то из вас. Может быть, это будет касаться именно личной жизни, что тут тоже нужно что-то пересмотреть. Иначе мы будем словно наблюдать, вот как этот человек, который наблюдает, глядя телевизор, он смотрит в экран, ну и он как-то переживает не свою жизнь или проживает, а жизнь тех героев или событий, которые ему демонстрируют. А здесь, наверное, как в поговорке, если ты не вожак, то пейзаж не меняется. Давайте третья карта. По рыцарю мечей нужно принять, кстати, со знаком плюс эта карта проигрывается, когда мы ищем правду, и мы ее находим. Но, наверное, поспешные действия были бы не очень правильны. Вот эта карта и вам дает совет. Если ты оказался словно, ну, может быть, даже чувствуешь, как в западне. Вот такое можете ощущать. Или когда тебе страшно, да, потому что снаружи что-то быстро меняется. И я не знаю, как мне к этому адаптироваться. Мне уютнее, спокойнее, словно в моем месте безопасности. А все же карты-то нам говорят, что нет, выходить пора уже. И кентавр, это вам характеризует силу, вашу силу, мои дорогие, но ее нужно разумно применить. Да, здесь может быть в июле, когда вам придется буквально контактировать с высокими чиновниками. Для кого-то из вас, если вы занимаете руководящий пост, к вам могут прийти проверяющие. Иногда эта карта обозначает. Причем это те проверяющие, по рыцарю мечей, это как бунтарь без причины. Это он уже там что-то накопал, будем говорить, да, сложил какое-то мнение, и вот он как с флагом пытается со своей идеей примчаться. И тем не менее у вас есть возможность, наоборот, выйти даже победителем, я бы сказала. Или так тоже бывает, когда наши взаимоотношения с человеком начинаются с какой-нибудь ссоры или конфронтации, но стоит нам вынести на поверхность ключевые вопросы, откровенно поговорить, и мы с людьми остаемся еще и добрыми друзьями на долгий период времени. Здесь по этой карте могут проходить люди, знаете, открытые. Может быть, они не сдержаны в своих эмоциях, если мы говорим бунтарь. Но человек-то открыт. Он не замышляет чего-то против вас, такого, знаете, явно плохого. Вы можете вообще сталкиваться с людьми разного рода. Может быть, тут будут разные контакты и людей, которых вы не понимаете. Поэтому правда, истина, честность где-то будет вам помогать. Самое главное, в чем будет помогать? Какие двери стоит открывать, а какие нет. Вот этот кентавр, да, он может проломить вот эти врата, а ведь не факт. То, что он увидит, ему понравится. Поэтому куда вы идете? Вот тема июня. Здесь есть возможность достичь победы. Но тогда, мои дорогие, на июль, скорее всего, вы снова будете что-то корректировать. К чему все идет? Ну, тройка мечей, есть какое-то разочарование, которое вас не оставляет. А карта говорит, все-таки прощайся с прошлым. 13-й старший аркан. Тут есть риск, понимаете, словно все глубже и глубже опускаться вот в омут даже, скорее всего, каких-то собственных разочарований, если мы так и не решимся на какой-то реванш, или если мы не примем то, что жизнь меняется, или есть в нашей жизни те факторы, которые мы не можем изменить, а нам нужно к ним адаптироваться. Наверное, июль – это ключевой месяц адаптации. Или когда кто-то из вас, здесь будет по-разному, как я уже сказала, кто-то этот момент адаптации уже прочувствовал, и, может быть, где-то шаг за шагом к этому идет, а кто-то из вас только осознание приходит в июне, что ведь, правда, жизнь настолько быстро меняется,
И мне нужно успевать в ногу со временем. И именно это связующее звено нам и обрисовывает 3 карты, которые мы соединяют прошлое и будущее. И ведь по 13-му аркану, обратите внимание, дверь открыта. Кстати, по тройке мечей тоже. Тут арка. Она тоже, а за аркой дверь. Она тоже открыта. Вам ничто не препятствует, самое главное. Поэтому, мои дорогие девы, не мешайте себе. Тут основная задача – увидеть все краски мира. Опять же, быть счастливым. Нам человек показан, который сидит на погосте, и он в воспоминаниях, он погрузился так глубоко, что ему кажется, ну, он уже и привык. И да, нам показывают кладбище, место тихое, нам как бы там ничто не угрожает, можно сказать и так. Это все то, что я говорила вот сейчас, только что. Но из всех красок мира только цветы на погосте, а песочные часы в руках человека говорят, время идет. Пора выходить. Вот смотрите, какие у вас все карты, да, волшебно. Ну и пусть мы столкнемся с разными людьми, зато мы какую-то правду, истину увидим именно такой, как она есть, а не такой, как мы бы хотели видеть. Здесь вот какая-то такая метаморфоза может быть в июле, но ведь это для нас дает как раз возможность завершить какое-то ненужное бесплодное ожидание или пустые надежды. В июне вот каждый триплет заканчивается доброй картой или какими-то такими, знаете, тенденциями, которые ведут так или иначе к добрым переменам. Потому что как и шестерка жезлов, так и по тузу пентаклей тут первое, высшие силы помогают. Второе, какой-то, может быть, вы инновации будете осваивать по части финансов. Для кого-то из вас, если мы говорим двери, упрочите свое положение. Да, по тузу пентаклей двери все закрыты. Но ключи-то, мои дорогие девы, в ваших руках. Может быть, и есть смысл что-то закрыть. Правда, проверить и закрыть. Но проверить-то все-таки стоит. Нужно ли это сохранять или нет. Доброй энергии практически для всего. И туз пентаклей – это реализация в нашем материальном мире. Поэтому кто-то из вас может решиться по части собственных достижений работы, изучать что-либо. Может быть, кто-то будет изучать иностранные языки. Из желания работать из любой точки мира. Кто-то будет осваивать новое ремесло. Кто-то будет просто продолжать свою работу по профессии, по диплому, но тогда примите во внимание, для вас построить карьеру будет определенная возможность. Потому что, скорее всего, возможно, в организации вашей тоже какие-то будут перемены. Опять же, ключи в ваших руках. И вам будет дан определенный шанс выйти на первые позиции, словно стать заметным. Почему важно? Именно все то, что я говорила по первому триплету. Здесь не на вторых ролях, в качестве сотрудника, простого сотрудника, который выполняет, может быть, определенные обязанности, как робот, да, вот пусть это жестковато звучит. Нет, мои дорогие, тут вы лидером должны стать, как хотите, за эти пару месяцев. Пересмотрите, как вот все эти 3 карты, 3 триплета даже, это ведь у нас связующие, посмотрите, как только заканчивается это одиночество, ожидание, как вы принимаете новые энергии, и жизнь-то начинает меняться. И уже с июня выход из лабиринта ведет буквально к какой-то победе. Ладно, давайте пойдем с вами дальше. В каких сферах жизни вы будете принимать важные решения? Да тут вся жизнь. Тройка жезлов – это карта будущего. И вам, наверное, вот как вот этот квантовый скачок просто необходимо сделать. И по жезлам, конечно, дела, работа, бизнес и деньги – это основные темы. Хотя ведь у кого-то может быть сопряжено с изменениями в личной жизни и, кстати, переездом или перемещением. И тогда придется готовить документы, узнавать дополнительную информацию. Может быть, и самому готовиться, чтобы максимально благополучно адаптироваться на новом месте. Как вы можете буквально начать изучать культуру и язык, да, а кто-то будет приобретать ремесло или какие-то скиллы, навыки. А именно это дает возможность нам заработать, где бы мы ни находились. То, что мы умеем делать сами, это нам создает определенную подушку безопасности. Поэтому вам в будущее с этого момента, буквально с июня, что уйдет?
какая-то неразбериха, какая-то путаница. Могут и уйти, кстати, правда, не удерживайте, если некоторые люди словно пытаются уйти из вашей жизни. Скорее всего, будут эти люди что-то олицетворять подобное пажу кубков. Нам идет человек, кстати, дверей нет, вообще ничего нет. Что он делает? Он вроде как среди пустыни идет, но это не оазис, тем не менее какая-то растительность есть. И он с какой-то рогатиной идет и ищет воду. Ну, типа это лоза. Но согласитесь, в наше время 1001 способ для того, чтобы более достоверно и более надежно найти эту воду и уже ею пользоваться, нежели ходить по пустыне с этой лозой. По сути дела, нам олицетворяет эта карта либо те отношения, которые, ну, вроде бы и начинались на каких-то эмоциях, восторгах, может быть, или обещаниях, но они, ну, незрелые. Или человек, пусть вот этот контакт у вас был с человеком, который по возрасту, его ребенком не назовешь. Но ведь не все дело в годах, да, или в дате паспорта. Часто люди проживают жизнь, так и оставаясь людьми, либо ненадежными, либо людьми, ну, где-то инфантильными. Вот подобная инфантильность или персоны, это будет как уход из вашей жизни. Поэтому я и сказала, не удерживайте. Если кто-то и уходит, значит, он освободит место. А на это место придут люди более надежные. И по верхним картам я бы сказала вам, я уже и говорила по поводу вашей миссии, или делать карьеру и одновременно пересмотр своего общения, близкого круга, или, может быть, захочется вам. Вот это решение может быть для кого-то сродни «я меняю свое окружение», и вы захотите с учетом шестерки жезлов и общаться в другой среде людей, или среди людей, которые находятся на другой ступени иерархии, мои дорогие. И карта говорит, вот что уйдет. Вот как раз некоторые ненужные связи, как пусть вы даже ну, где-то и сохраняли. Вы здесь сами можете пересмотреть, что меня уже тяготят некоторые отношения. Ну или буквально некоторые люди, если они словно пропадают, говорите им «до свидания». Что придет восьмерка мечей. Сложный вот этот выход из путаницы из какой-то или того, что мы прежде представляли, а теперь это не согласуется с какой-то реальностью. Вторая карта искаженного восприятия. И я хочу добавить, с чем это связано. Я вижу, знаете, если вот карты подобные повторяются, для кого-то из вас, правда, вот этот выход из лабиринта просто сделать сложно. Или открыться новому. Мы говорим часто, но это ведь не просто слова. А прочувствовать словно кожей нужно инновационные тенденции. И для нас до конца 2025 года это сделать очень важно. Потому что июнь – это время добрых энергий, как я говорила, до карт. А июль – это первый заход Урана, а это планета как раз революционных перемен. Она заходит в Близнецы, и месяца, которые будут июнь, июль, август, сентябрь и октябрь. Это та траектория по времени, которая нам может дать ценные подсказки, с чем или чего будет касаться последующий период, который начнется после апреля 2026 года и будет продолжаться 7 лет, когда Уран в Близнецы перейдет окончательно и надолго. Поэтому застревать в прошлом нет смысла. Так что ж приходит? Или что вам тут искажает это восприятие? Вот я тут вижу все-таки так. Кто-то решится на эти перемены или, знаете, объективизм, наверное, это основная задача. Видеть вещи такими, какие они есть. И этого, мои дорогие девы, ваши приоритеты. Вы как раз единственный знак зодиака, который из хаоса умеете создать порядок. Или из какой-то путаницы вы очень рациональны. И вот для вас миссия, для вас самих, может быть, даже, не, с одной стороны, не побояться, а с другой стороны, видеть вещи цельными. Даже если мы поначалу с чем-то не согласны. Помните, сепарация – это иллюзия. И это будет активно проигрываться до конца 2025 года. Но, может быть, и придется даже договариваться или контактировать с теми людьми, которые вам неприятны. Или которые вам напоминают, как по восьмерке мечей, какие-то
ну, такие пережитые, не самые приятные моменты. А все-таки карта колесницы– это карта успеха. А для кого-то необходимо продолжать контакт с тем человеком, вот конкретно, и не прекращать его, который может быть полезен. Полезен, если, к примеру, вы задумали перемещение или какое-то ваше продвижение, или пусть какая-то ситуация. То есть реалистом быть стоит. Понимать, что следует продолжать, что еще может послужить, ну, каким-то хорошим подспорьем, к примеру, или какие контакты, они мне могут быть полезны. Тут что-то лежит в рамке полезности, интересов, может быть и так. Может быть и эмоции-то ваши, они идут со знаком минус, а тут себя вам на что-то придется уговорить, но это сродни вашему успеху, последующему. Более того, правда, нечего сказать. Пока, наверное, вы остаетесь словно или застряли, что ли, в прошлом, или задержались в прошлом. Кто-то из вас, не все. Вы упускаете прекрасную возможность быть успешным, быть счастливым и одновременно быть богатым. Вот так. Карта финансового успеха. Продумайте, мои дорогие девы. Посмотрите сразу, какие полярные карты выходят. Да? Точно так же мы можем говорить и о первых триплетах. Поездки, перемещения, да, у кого-то переезд, потому что, может быть, ваши отношения на расстоянии, может быть, это и семья, когда вы собираетесь съехаться. Хотя тут может быть и такая даже ситуация, когда взрослые дети уезжают от родителей, и тогда у родителей наступает какая-то новая фаза жизни, но и самостоятельная у взрослых детей. Но в конечном итоге это карта праздника после победы, когда мы находим место нашей и безопасности, и благополучия, когда мы рады, когда мы счастливы. По четверке жезлов это когда стабильность, это все то, что вы любите, к чему вы стремитесь. Мы все к этому стремимся, но вот рационально можете такое построить едва ли не вы единственные. Поэтому ваша планета-управитель Меркурий, и как и у близнецов. Поэтому у вас тут будет, может быть, Меркурий вам, мои дорогие, как раз будет помогать где-то правильно адаптироваться. Но вот ведь и загвоздка может быть только в одном, что мы все время оборачиваться можем назад и что-то из прошлого пытаться удерживать. Поэтому то, что пытается, будь то отношения, будь то какая-то история, либо закончится, либо человек словно уходит. И пусть даже это связано, меня смотрят люди из разных стран с какими-то сложными эмоциями или силой непреодолимых событий, но вам, мои дорогие девы, все равно полный вперед. Вот. Квантовый скачок. Ваши проекты, смотрите, какие волшебные карты. Две карты будущего. Тройка всегда на будущее. И тройка пентаклей – это как сдача экзамена. И мы спросили проекты, достижения, планы, то, что вы хотите достичь. Кто-то действительно будет учиться. Пусть это будут курсы онлайн. Или вы, может быть, и придется сесть за парту или по работе, да, куда-то перемещаться для того, чтобы изучить какое-то ремесло. Но так или иначе, эта карта еще и сдачи жизненного экзамена. Мы словно сдаем экзамен и переходим на новый уровень. И эта карта подтверждает все то, что я уже сказала. Я не буду повторяться. Мы делаем что-то или определяемся с чем-то. Вы, мои дорогие девы, для того, чтобы правильно адаптироваться в будущем. Или если буквально это касается какого-то жизненного экзамена, то пройденный вами путь, это было как по судьбе, не случайно. Вы стали более сильными. Вас словно могли даже те разочарования подготовить к тому, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И у нас есть возможность этот жизненный экзамен сдать и устремиться вперед. Что же будет дальше на последующий период? Да, здесь придется все время быть где-то дипломатом, балансировать. Нам синхронности карта выпадает. Двойка пентаклей, если мы говорим двери. Двери находятся на дне бассейна, и они откроются только тогда, когда синхронность ныряльщиков, правильные какие-то синхронизированные движения будут произведены. Договариваться придется и дальше, и может быть даже в самом себе. Вы с чем-то не согласны, к примеру, с переменами с этими не согласны, потому что вы их не начинали,
они начались сами. И тут мы даже можем не верить ни в судьбу, ни в гороскопы, ни в высших сил, но есть какая-то невидимая сила, которая ломает действительно стереотипы, шаблоны, заставляя нас самих измениться или адаптироваться к тому, что происходит вокруг нас, для того, чтобы отстроить свое благополучие в каком-то новом ключе, сохранить нашу собственную силу, но правильно применить ее в будущем. И для этого осознаний и сил, и возможностей будет достаточно. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.